Привет! Так уж вышло, что игровые ТВС-наушники, как и игровые смартфоны, ниша весьма специфическая и довольно узкая. Ведь на сегодняшний день существует много моделей без игровой приставки в названии, которые в свою очередь наделены способностями неплохо себя вести в игровых сценариях. Но все же категория такая существует, в частности, как я уже говорил, в беспроводных наушниках. Оттого периодически я и покупаю для обзоров интересные экземпляры из данного сегмента. И вот в сегодняшнем моем видео речь пойдет о наушниках Xiaomi Black Shark Lucifer T1, которые и позиционируются как максимально игровое решение со всеми вытекающими. Внешне, как корпус зарядного кейса, так и самих наушников прямо кричит о том, что они геймерские, ведь светодиодная подсветка зеленого цвета украшает гарнитуру повсеместно. Забегая немного вперед, скажу сразу, во время работы наушников лампочки на них не горят, как, к примеру, это было в наушниках Red Magic TVS Gaming. Светодиоды загораются лишь в момент сопряжения со смартфоном, которое в свою очередь происходит по открытию крышки кейса. В принципе, сам зарядный футляр здесь не сильно больших размеров и оснащен аккумуляторным блоком на 480 мАч. Никаких кнопок активации и сброса наушников до заводских настроек как внутри, так и снаружи корпуса нет. Перезагрузить и обнулить настройки до заводских можно посредством встроенных сенсоров управления. Петля крышки пластиковая, без доводчика. В открытом состоянии крышка не фиксируется, но при этом не люфтит и не болтается. Она сделана из полупрозрачного черного пластика, и в закрытом состоянии, когда наушники находятся внутри, можно наблюдать зеленую индикацию диодов на наушниках, которая оповещает об их зарядке. Наушники могут работать как вместе, так и по отдельности, если один из них оставить внутри футляра. Сборка у них в целом неплохая, и в силу конструктивных особенностей, если даже и есть какие-то мелкие недочеты на стыках, то их совсем не видно. Комплектные амбушюры немного жестковаты, так что возможно их придется заменить на какие-то сторонние. А вот посадка у наушников при всем при этом довольно комфортная. Лично у меня в ушах они чувствуют себя хорошо. За звук здесь отвечают 10-мм динамические драйверы, а его передачу обеспечивает два аудиокодека на выбор. Это SBC и AAC. В целом могу сказать, что играют наушники хорошо. Не похвалю за объемность, в особенности на средних, но бас тут есть и верхушки не тихие. Для современной музыки звучание вполне себе годное, со стандартным свойственным затычком прогибом в середине. Но вот, к примеру, с классикой или же какими-то инструментальными композициями данные наушники лучше не сталкивать. Ни о какой феноменальной детализации речи тут не идет, но замечу, что в кашу частоты не перемешиваются даже на уровне максимальной громкости. Ее запас в наушниках имеется, но не запредельный. Лично мне при прослушивании музыки убавить громкость не хотелось, верха слух не режут. По части автономности в нынешних реалиях наушники представляют некий такой середнячок. В моем тесте на 100% громкости на одном заряде они отыграли 4 часа и 4 минуты. Что же касается основного предназначения игровых возможностей люциферов, то лично я в своем тесте так и не смог получить заявленные по задержке значения в 55 миллисекунд. В популярных шутерах PUBG Mobile и Call of Duty Mobile, которые, я напомню, максимально оптимизированы для работы с ТВС гарнитурой, я получил весьма стандартные цифры для такого режима. Этот диапазон составил от 160 до 200 миллисекунд, а иногда даже доходил до 240. Разумеется, для большинства отставание в четверть или в 1/5 секунды будет не таким заметным, но в целом я сейчас сравниваю свой результат именно с заявленным значением. Возможно, производитель имел в виду задержку в YouTube, потому как именно в мобильном приложении этого сервиса отставание звука от видео действительно не ощущаешь на слух. Но по-хорошему, при покупке подобной гарнитуры многих интересует именно игровая составляющая, а по данной дисциплине наушники ничем не отличаются от обычных со встроенной функцией игрового режима, к примеру, от тех же QCY T13. Да и как по мне, 13-я модель будет поинтереснее даже в плане наличия приложения для настройки жестов. У Black Shark такой возможности нет, ведь программа для их настройки отсутствует, да и имеющиеся на борту жесты распределены максимально странно. Одинарное касание отвечает за плей-паузу и ответный входящий вызов. По удержанию пальца на сенсоре в течение 2 секунд срабатывает переключение треков. На правом вперед, на левом в начало композиции или назад. Если же музыка стоит на паузе, то по данному действию, по удержанию пальца на сенсоре, можно позвать голосового ассистента. При этом двойной тап не занят ничем, а по тройному происходит переход в игровой сценарий и обратно. Эти режимы озвучиваются как Game Mode и Music Mode, так что в целом не перепутаешь. Управление громкостью на наушниках нет, и при этом, как минимум во избежании случайных нажатий, функцию play-паузы я бы лучше перенес на двойной тап. Не скажу, что наушники очень сильно страдают от мискликов, но тут уже дело сноровки.
По стабильности связи особых претензий к устройству у меня нет, здесь все как у всех в последнее время. За передачу сигнала отвечает современный Bluetooth модуль версии 5.2, и каких-то проблем по этой части с моим основным смартфоном OnePlus Nord CE у меня не было, даже несмотря на то, что у меня установлен модуль 5.1. Ну а как же отрабатывают встроенные в наушники микрофоны, я предлагаю послушать прямо сейчас. И если честно, то на мой взгляд они здесь тоже не особо выдающиеся. Проверяем работу микрофонов в новых наушниках с таким зловещим названием Black Shark Lucifer T1. Вот таким образом они звучат в закрытой машине. Я сейчас по традиции открываю окна с двух сторон. Мне сюда порывами начинают задувать ветер. Я еду со скоростью где-то 65-70 км в час. Есть шум от дороги, ветра, залетающего в окна. Ну, примерно как-то так тебя будет слышать будет ветер, если ты будешь с ним разговаривать по вот этим вот наушникам при таких условиях обстановки. Ну и разумеется, по традиции второй тест с печкой, куда же без него. Я сейчас выкручиваю ее на максимум вот таким вот образом. Она потихонечку набирает обороты, и уже буквально через 5-6 секунд в салоне будет стоять очень сильный шум, такой фоновый шум. Я сейчас фрагмент вставил, чтобы послушать, в каких условиях данный тест проводится. Ну и примерно как-то так тебя будет слушать собеседник, если ты будешь с ним разговаривать по вот этим самым наушникам, находясь в каком-то очень сильно шумном помещении, но без ветра, да, то есть помещение шумное, там не знаю, что это будет, но тем не менее вот так вот будут отрабатываться микрофоны в этих наушниках. Ну а вот так отрабатывают микрофоны в наушниках Black Shark Lucifer T1. Я сейчас нахожусь на улице, машин здесь не так много проезжает, но тем не менее дует такой легенький ветерочек. Я не думаю, что можно нагружать эти микрофоны, если честно, после теста в автомобиле, который мне не очень сильно понравился, ну, точнее, не очень сильно понравилась работа этих микрофонов, я думаю, сильно нагружать их не стоит. То есть микрофоны для помещения нормальные, для вот такой вот тихой, спокойной улицы тоже, но под большой нагрузкой они просто не вывозят. Как-то так. Ну и подводя сегодня некий итог, в целом я не могу сказать, что эти наушники какие-то плохие. Нет, но давайте будем честны перед самими собой. Абсолютно ничего интересного и цепляющего в этой модели нет, кроме разве что дизайна с подсветкой. Да и то немногим такое нравится в повседневной жизни. Как я и говорил в самом начале этого обзора, продукт специфический и узконаправленный. Если тебе действительно нравится, чтобы все светилось, то лучше обратить свое внимание на более интересные наушники Red Magic TVS Gaming. Там и микрофон получше отрабатывает, да и игровой режим имеет хорошие показатели. В противном же случае всегда есть отличный вариант в виде QCY T13. Это бюджетные внутриканальные наушники с хорошими функциональными возможностями, автономностью в 6 часов и приложением для настройки. Ну и по-хорошему все, что хотел, я вроде как постарался рассказать в сегодняшнем обзоре. Окончательный выбор делать уже тебе на основе всего изложенного. Спасибо за просмотр и до встречи в следующих видео. Пока-пока.